Всем привет! И сегодня я научу вас, как сделать музыку себе для YouTube канала, как сделать ее с абсолютно бесплатных приложениях. Например, сейчас у нас стоит приложение, называется GarageBand. И сейчас я вам просто покажу быстрый способ, как сделать так, чтобы видео ваше было немножко более живым. И как добавить на него очень простую, очень несложную музыку, вернее, как ее создать. И с самого начала мы определяемся сначала с темпом нашей мелодии. То есть наша мелодия может быть, скажем, давайте 110 ударов в минуту. И придумаем какую-нибудь незамысловатую мелодию. Например, вот АМ, Ж и Ф. Вот, в принципе, 3 аккорда у нас есть, которые мы придумали. Вот из этой последовательности сейчас мы сделаем какую-нибудь песенку. Нажимаем кнопочку «Запись». Вот что у нас получилось. Даже можно было цикл сделать поменьше, да, видите, что у нас зациклено получается на 8 квадратах. Можно было оставить только 4, что, наверное, в принципе, сейчас мы и сделаем. Оставим только 4 квадрата, не нужны нам эти лишние. Вот так. Вот у нас получается есть 4 квадрата. Инструменты мы потом, если что, переподберем. У нас сейчас главное сделать что-нибудь такое, чтобы можно было уже, с чем можно было работать. Так, допустим. Дальше. Теперь надо нам сделать какую-то ударную партию. Так, мы можем, во-первых, просто добавить дорожку, допустим, с ударниками и настучать ее. А можно сделать хитрее. Сейчас я вам тоже покажу эту хитрость. Ой-ой-ой-ой. Ctrl-Z. Вот когда, кстати, что-то наковыряли, очень хорошие кнопочки CMD-Z возвращает. И добавим новую дорожку драмера. И вот, как вы здесь видите, сразу добавляется уже даже какой-то пресет, который мы можем подрулить. И давайте послушаем. Так, все-таки вот так вот сделаем. Залупим немножко ее. А если что-нибудь другое? Как видите, от ударника в чем много зависит, да? Сразу становится немножко живее песенка, типа ритмичнее. Вот давайте, может быть, такую оставим, пусть она будет. Так, собственно говоря, сейчас мы добавляем новую дорожку музыкальных инструментов. Так, подождите, сейчас мы добавим новую дорожку и добавим мы, давайте, какую-нибудь басуху. Так. Нет. Такую. Нет. Что-то нет. О! И давайте сейчас что-нибудь придумаем, какую-нибудь бас-партию к этому делу. Можно пониже сделать.
остальное загасим чуть-чуть, чтобы было понятнее. Типа такая будет картинка у нас бас-партии. Так, давайте, поехали. Вот смотрите, первый заход был, в принципе, прикольный, а вот на втором заходе что-то как-то не легло. И давайте что сделаем? Мы сейчас просто обрезаем, допустим, до нужного момента. Вот эта штука была хорошая. Здесь можно вот последнюю ноту немножечко растянуть до конца. И вот тоже ее давайте сделаем вторым циклом. Включить зацикливание. Вот что у нас получилось пока. Хорошо. В принципе, вот то, что у нас уже, в принципе, есть, уже более-менее. Давайте теперь добавим еще какую-нибудь. И давайте какой-нибудь, не знаю. Что это у нас? Не знаю. Ну, забавненько. Ну-ка посмотрим. А если другой инструмент? Давайте посмотрим инструменты. Вот обратите внимание, вот видите, с самого начала не сыграла. Почему? Потому что это MIDI-инструмент, и, скорее всего, дорожка уходит за начало. Вот, видите, нажал на маленький прям момент времени раньше. Мы можем Quantize нажать, и все, пожалуйста. Теперь смотрите, все хорошо. Вот, видите, я люблю нажимать раньше времени. Здесь тоже я не попал. Вот так вот, кстати, да, аккуратненько подравнивая дорожки, вы делаете музыку более математически правильной, но немножко снижаете уровень человечности. Так, ну допустим, не нравится мне этот инструмент, а такой. Ой-ой-ой. Нет, совсем что-то не туда. Тоже нет. Как будто я сначала сразу хороший выбрал. Можем здесь эффектиков добавить. О. Допустим. И давайте еще какой-нибудь красотульки добавим.
что-нибудь, я не знаю, арпежиратор можно какой-нибудь добавить. Ай-яй-яй, как хорошо, что он предупреждает. И давайте посмотрим арпежираторы какие-нибудь. Ну нет, это из той же кучи, да, что получается. А давайте какой-нибудь слой. Может быть. Может быть. Ну-ка посмотрим, какие еще есть варианты. Может быть, да. Вот, типа такого. Собственно говоря, вот конкретно, допустим, если мы пишем под какую-то, не знаю, видеоролик музыку, то вот на этом уже, в принципе, можно остановиться, потому что музыка будет играть без привлечения к себе внимания, она будет такая непривлекательная, с одной стороны, да, с другой стороны, не отвлекающая на себя внимание. Тихонечко, в легком режиме, тихонечко на подкладе она может спокойненько работать и никого не будет раздражать совершенно. Так, вот давайте так с самого начала то, что я, возможно, забыл сказать. Вот аккорды, когда вы подбираете к своей песенке, вы, пожалуйста, подбирайте их согласно вот такой вот штуки, называется квартоквинтовый круг, аккорды, которые хорошо совместимы друг с другом. Ну, по аналогии вы можете посмотреть на канале Нескучный Саунд. Там ничего страшного, сложного нету. Если вы владеете гитарой на уровне даже дворовой, как у меня, и знаете, что такое аккорд АМ, ЦМ, ДМ, будет вполне достаточно понимания просто вот этого круга. Вот, и в принципе, я считаю, что песенка уже в этот момент более-менее можно считать готовой, и мы можем ее просто выгрузить. Итак, давайте сначала вот что сделаем. А мы сейчас уберем зацикливание вот этой дорожки. Поставим ее, чтобы их было 2 штуки. Так, нажимаем Alt и просто перемещаем рядышком. Вот, и теперь смотрите, какой момент. Очень важный момент для того, чтобы, допустим, вы могли сделать так, что у вас во время воспроизведения видео, допустим, музыка играет всегда, но вы могли бы, допустим, какие-то инструменты добавлять, какие-то убирать. То есть мы можем экспортировать каждую дорожку как отдельный аудиофайл для того, чтобы можно было это дело использовать. Вот смотрите, например, вот так. Вот это будет, допустим, один из вариантов. Вот это будет другой вариант, да? А вот это, допустим, можно вообще сделать как начало какое-нибудь. Вот оно так будет начинаться, допустим, на ролике, да, тихонечко. Потом добавляются у нас ударники. Потом можно, допустим, добавить какой-то такой штук. Потом еще один и басуху. Вот, у нас задача сделать так, чтобы вот у нас вот из-за этого, допустим, да, из 8 циклов, которые мы сейчас сделали, мы на самом деле можем собрать большую, длинную, большую песенку, полноценную, допустим, на 2-3 минуты, просто миксуя вот эти дорожки между собой. И что мы сейчас делаем? Мы можем экспортировать песню на диск и экспортировать ее как разные дорожки. То есть сейчас я что сделаю? Сейчас я выключаю
Допустим, все дорожки, кроме нижней, экспортируем только ее. Это будет у нас пэды, да? Допустим, это пэды. И давайте сразу папочку тогда назову. Назову музыка. Музыка. Создать. И в этой папочке, допустим, называем файлик. Это будут у нас пэды. Пэды. Выгружаем пэды. Дальше. Пэды включаем орган. Точно так же выгружаем орган. Орган. Вот выгрузился орган. Выключаем орган. Включаем басуху. Выгрузили бас. Включаем, получается, вот ударную установку. Ее выгружаем. Так, напишем drums. Типа так. Выгрузили drums. И выгружаем классическое электрическое пианино. Пианино напишем. Собственно говоря, вот это у нас будут файлы, которые мы можем использовать. Мы можем, допустим, сразу сделать комбинацию из нескольких файлов. Например, вот у нас бас-гитара вместе с ударниками, они на самом деле вместе всегда могут работать. Вот, видите, комплектом они звучат. В принципе, может быть, имеет даже смысл для снижения количества дорожек, допустим, сделать какие-то пресеты для себя. То есть это я, допустим, могу еще выгрузить как ударники и бас. И бас. На тебе и бас. Вот. Мы получаем сейчас следующее. В папочке GarageBand, папка музыка, и вот мы имеем, что здесь у нас. Видите, они отдельные, да, стали? И нам для того, чтобы потом не потеряться и не забыть, что мы такое сделали, давайте выгрузим еще в полный комплект, для того, чтобы было четкое понимание, что это такое, потому что когда вы потом будете искать вот эту композицию, для того, чтобы сразу четко понять, что это такое, желательно бы, конечно, полную сразу увидеть, услышать. Давайте сделаем ее тоже, выгрузим и напишем ее полная. Чисто гипотетически, если вы знаете, сколько времени у вас длится ваш ролик, то есть вы могли бы, допустим, сделать не как я сейчас 8 циклов, а сделать прямо полностью все циклы и разложить ее прямо по полочкам здесь как надо. Но практика показала, что намного удобнее иметь прямо в редакторе видео вот в таком разобранном виде, потому что такой разобранный вид как раз и позволяет собирать на ходу, потому что если вы вдруг там в видео вырезали маленький кусочек, то всю музыку пересобирать вам придется. А если вы собирали из таких мелких кусочков, то просто выкинули несколько циклов и все. Вот. Соответственно, вот что мы получаем. Вот еще полная версия у нас появилась. Я делаю много таких композиций, мне по долгу службы надо
производить их прямо пачками, поэтому если вдруг кому-то лень самому делать, я создал новый канал. На этом канале я выкладываю эти песенки. Их можно скачать совершенно бесплатно. Переходите по ссылочке в описании видео. Там будет ссылочка как раз на вот эту песенку. Эту песенку я тоже выложу. Вот, надеюсь, видео было вам полезным. Надеюсь, вы поняли, как это работает. Надеюсь, вы сами сообразите теперь, как создавать свою музыку. С вами был Амир Гумеров, канал Рукаджоп. Всем до свидания, всем удачи, пока.